знают, я Исулу, и это канал Fancy Something. И сегодня я поделюсь с вами несколькими идеями подарков, сделанных своими руками в 3 ценовых сегментах. На бюджете, средний, дорогой. Это все, что я смогла собрать по карманам. Находить деньги в карманах зимних курток – истинное удовольствие. Лайк, если тоже радуешься. Я надеюсь, нам хватит. Это видео приурочено к 8 марта, но эти идеи применимы к любому поводу. День рождения, новоселье, Новый год, свадьба и так далее. Молодые, пожилые, семейные. К DIY подаркам я всегда отношусь очень щепетильно. Подарки, сделанные своими руками, хороши до тех пор, пока это не выглядит как детская поделка. Поэтому это будут супер универсальные, полезные подарки, которые не стыдно подарить. Ну что ж, давайте приступать и начнем с самого бюджетного подарка. Поехали! И перед началом работы давайте зажжем аромасвечу, чтобы настроиться на рабочий лад. И это навело меня на идею создать аромабокс. Все хотят, чтобы дома вкусно пахло. Поэтому давайте составим набор, кит по созданию аромата для дома. И для основы нам нужна картонная коробка, я ее нашла на балконе. Вы можете взять обувную коробку. Все это дело я покрасила из баллончика, и только потом вспомнила, что у нас бюджетный DIY. Поэтому эту краску можно заменить на акриловую, гуашь, либо просто обклеить бумагой. Готово! Смотрится красиво. И, кстати, это было быстро. Я хочу, чтобы снаружи она была одного цвета, а внутри другого. Поэтому сначала я все закрасила белой краской. По-моему, очень даже хорошее сочетание. Но это еще не все. Кстати, снаружи коробку вы можете обклеить какими-нибудь стикерами, либо приклеить фотографию. Открываем коробочку, и я хочу прокрасить вот эти вот ушки с желтым цветом. Я начала красить, и на камере эта краска выглядит просто какой-то неоновой. Так не пойдет, поэтому я взяла другую желтую краску. И стало немного лучше, но камера, конечно, искажает цвета. Допустим, она не неоновая. Пока оставим просохнуть. Давайте возьмемся за содержимое. В магазине типа 1000 мелочей я купила вот такие баночки. Самые маленькие по 25 мл. А еще есть вот такая емкость. Я ее просто случайно увидела в LC Waikiki. Она была на скидоне. Но вы же понимаете, что можно взять абсолютно любую баночку, красивенькую. Здесь примерно 150 мл. Кстати, можете взять баночку от Mason Jar. Они сейчас везде продаются. В основе многих магазинных аромадиффузоров в составе имеется дипропиленгликоль. Какое-то странное и страшное название. Вот, к примеру, в слаймах же тоже бывает тетраборат. Название страшное, но раздобыть можно. Вот и с дипропиленгликолем то же самое. У нас в городе я не нашла, но я загуглила, и в больших городах найти его не проблема. Поэтому не отчаивайтесь сразу и прежде загуглите. Об этом мало где говорят, но лучше всего использовать его, но и дипропиленгликоль можно заменить другими ингредиентами. Для аромадиффузора нужно масло основа. И я взяла касторовое 100 мл. Можете взять оливковое, но я взяла это, потому что оно дешевое и практически не пахнет. Готово. В эту баночку нам нужно налить этиловый спирт. Надеюсь, вам продадут в аптеке. Но я девочка взрослая, и нам нужно залить 30 мл. Теперь нам понадобятся эфирные масла. У меня с запахом корица апельсин. Пахнет просто какими-то пирожочками вкусными. Вытащите предохранитель и залейте в баночку поменьше. Ничего, что мы залили не до краев, смотрится все равно красиво. Также у меня есть второе масло, это грейпфрутовое. Очень важно, это должны быть эфирные масла, а не ароматизаторы. Вы же все-таки этим дышите, а это натурпродукт, буквально из шкурок апельсина и грейпфрута. В следующую баночку я решила положить цельную гвоздику. Я еще хотела положить бадьян, но он просто-напросто не поместится в эту красивую баночку. Имейте это в виду. Теперь нам понадобится апельсин. Я натерла его на крупной терке и засунула в очередную маленькую баночку. Готово! Вот он наш весь ассортимент. И я вспомнила, что красивую баночку с касторовым маслом нужно закупорить. И в моей гигантской коллекции пробок есть вот такая от шампанского. Но вот эти логотипы нам все портят. Поэтому я все счищаю с помощью пилочки. И вуаля! Готово! Она просто отлично закупоривает. Ничего не прольется. Все выглядит так красиво и стильно. Кстати, эти баночки в дальнейшем могут пригодиться. Поэтому тут у нас безотходное производство и все с пользой. Ну что ж, давайте оформлять и заполнять коробочку. В качестве наполнителя можно использовать рулон для выпечки. Она красивенькая и мягенькая. В магазинах кулинарии, либо продуктовом магазине вы можете купить бамбуковые палочки для шашлычков. И не забудьте отрезать кончики. Положите буквально 5-6 штучек. Сверху кладем
баночку с касторовым маслом, основой. Именно в нее будут заливаться все ингредиенты. Разложим все баночки и для красоты в коробочку поместите 2 лимона. Кстати, предварительно, перед тем, как дарить, вы можете их разрезать. И тогда, когда откроют коробочку, будет просто потрясающий аромат. Это белое пространство мы просто так не оставим, поэтому здесь я напишу Hello Beautiful. Пусть этот человек каждый раз радуется, открывая коробочку. И пусть он знает, что он прекрасен. Я написала это в леттеринге. Если ты хочешь научиться так писать, то в этой подсказке сверху всплывет видео с леттерингом, где я учу всех начинающих. И вот и все, наш арома-кит готов. Совет: поставьте аромадиффузор в какое-нибудь проветриваемое место, возможно, на подоконник, чтобы сквозило и распространяло запах по квартире, либо где-нибудь в коридоре вы будете проходить и уносить запах за собой. Вся фишка этого подарка в том, что даже при получении одной только коробки ты уже удивляешься, насколько это красиво. Плюс эта коробочка не простая, а интерактивная. Ты должен сам смешать свой аромат. Мне кажется, это очень весело. Где вы такое видели? Кстати, посмотрите мое предыдущее видео с идеями подарков вот в этой подсказке сверху. Теперь будем укладываться в бюджет 10к тенге. Я так посчитала, и мне кажется, это такой средний ценовой сегмент. И, как говорится, мода циклична, и поэтому я решила сшить сумку с фермуаром. Это такая многим знакомая застежка-защелка. Этот ретро-эффект использовался у многих модниц, фэшн-блогеров, а также в коллекциях Макс Мара, Миу Миу, Виктория Бекхэм. Фермуар лучше заказать заранее. На Алике просто гигантский выбор и стоит гораздо дешевле, чем купила я. В моем городе был единственный магазин, и я купила, что есть. Мой фермуар размером 26 сантиметров. Для начала нарисуйте выкройку своей будущей сумки. Я рисовала сама, но более подробно я вам объяснять все не буду, иначе это видео затянется. Но могу сказать точно, что это очень простая выкройка, и мне кажется, самая понятная и удачная. В описании под видео я оставлю ссылку на ресурс. Там статья, по которой я чертила выкройку. Выкройка строится под размеры вашего фермуара. Фермуара. Поэтому выкройку нужно чертить самому. Там очень много зависит от ширины и изгибов фермуара. Но поверьте мне, она очень простая, так что не переживайте. Ширина моего фермуара 26 сантиметров, а высоту будущей сумки я определила на 30 сантиметров. Короче, в описании под видео я оставлю все свои параметры, где что я добавляла на свой вкус, я все это укажу. Поэтому чекайте. Я вырезала выкройку, и вот она, моя ткань. Я лично просто в восторге, и любой устаревший предмет можно осовременить с помощью правильно подобранной ткани. Можно экспериментировать с тканью. Это может быть кожа, жаккард, искусственный мех, лакированная ткань, замша, бархат, букле. Поэтому эта сумка может стать как дорогой, так и бюджетной версией. У меня ткань обычная плащевка. Мне кажется, это идеальный вариант для сумки. Очень практично, можно ее протирать, но рисунок у нее похожий на жаккард. Как вам узорчик? Смотрите, какой был ассортимент в магазине. Я очень долго выбирала, не могла определиться. Очень хотела синюю, но так как в этом видео будет очень много синего в будущем, спойлер, я выбрала красную. Как вам? Также нам понадобится подклад. Цвет я подобрала под рисунок ткани. Дублерин у меня 120 сантиметров и стеганый синтепон. Дублерин и синтепон нужен для того, чтобы уплотнить ткань. И если бы мы шили сумку из натуральной толстой кожи, то уплотнение нам бы не понадобилось. Теперь нашу выкройку нужно перевести на всей ткани, которую я сейчас показала. В этой выкройке все припуски на швы уже учтены, поэтому просто складываем ткань вдвое и вырезаем. Из красной ткани у нас должно получиться 2 детали, из подкладочной ткани 2 детали, из стеганого синтепона еще 2 детали, а вот из дублерина нужно вырезать 4 детали. Берем красную ткань и к изнаночной стороне прикладываем дублерин и проглаживаем под горячим утюгом. Кто не в курсе, дублерин — это такая ткань на клеевой основе. И клей растворяется под температурой и прилипает к ткани. Короче, вы поняли? Готово. Мы уплотнили красную ткань. Теперь нам нужно уплотнить синтепон. Да, нам нужна очень плотная сумка, и чтобы она держала форму. Это самое главное, иначе она будет похожа на мешочек. Теперь собираем бутербродик. Продублериненная красная ткань, а вторым слоем продублериненная синтепоновая ткань. Согласно выкройке, здесь должны быть вот такие отметки. Здесь у нас будет пришит
пришиваться фермуар. От этой точки мы проводим строчку вниз до вот сюда. И снизу, там где дно, мы берем первый бутербродик, соединяем со вторым бутербродиком лицевой стороной друг к другу и прошиваем в тех местах, что я сказала ранее. Для удобства приколите все булавками, чтобы ткань не ездила. Готово. Края, кстати, я немного подоверложила зигзагом. Теперь этот угол сложите вот таким образом. Соедините два шва и проведите строчку в этом месте по прямой. Готово. Сделайте то же самое с другой стороны. Пока все это отложим в сторону, займемся подкладом. Нужно прошить аналогично сверху вниз, а дно прошиваем по бокам, но оставляем небольшое отверстие. Через это отверстие в будущем мы будем выворачивать всю сумку наизнанку. Вот, кстати, именно в подкладе лучше всего оверложить зигзагом, так как ткань очень сыпучая, а я думаю, что многие сталкивались с тем, что в сумке постоянно образовываются дырки в подкладе, и коль уж мы шьем сами, можем уплотнить. В подкладе также прострачиваем уголки, выверните подклад на лицевую сторону. Теперь берем наш бутербродик, который уже немного похож на сумку. Лицевая сторона должна быть внутри. И засовываем туда наш подкладочный мешочек. Соедините швы вместе, заколите булавкой, чтобы они не ездили. И прострочите вот в этом месте, где у нас в будущем будет пришит фермуар. Заколите все булавками и сделайте строчку. Готово. Торчащую ткань нужно отрезать как можно ближе к шву. Но будьте аккуратны, чтобы в дальнейшем у вас ничего не распоролось. Это мы делаем для того, чтобы в дальнейшем было удобнее пришивать фермуар. Теперь через эту дырку в подкладе мы выворачиваем всю сумку целиком. Будьте аккуратны, чтобы ничего не распоролось. Готово. Теперь это место с дыркой нужно зашить. Вы можете это сделать вручную потайным швом, либо на швейной машинке. Прокладывать строчку нужно очень близко к краю. Я выбрала именно этот способ. Шов заметный, но очень аккуратный. Расправляем аккуратненько всю сумку, а этот самый верхний край необходимо заутюжить. Теперь наконец-то достаем наш фермуар, находим его середину и соединяем с серединой сумки. Прикладываем и очень неаккуратно пришиваем ниткой. Мы это делаем для того, чтобы зафиксировать фермуар на ткани, так как булавки здесь не помогут. Затем я взяла бежевую нить. Если у вас есть золотистые нити для вышивания, то вообще будет прекрасно. И пришиваем фермуар к сумке. Если вы заметите, то по краю фермуара будут маленькие дырочки. И вуаля, наша сумочка готова. Мне кажется, она выглядит очень стильно, и мне нравится эта выкройка, потому что выкройки бывают разные, которые состоят из нескольких частей, а у нас всего 2 детали, и сумка смотрится очень круто. Удивительно, но съемку этого видео я начинала именно с этой сумки, так как думала, что это будет самое сложное. Но я готова вас заверить и разубедить, это оказалось проще всего. Мне нужно снять денежки с карты, потому что у меня уже не хватает для дорогой идеи подарка, а нам предстоят большие затраты. Ты чего снимаешь? Я тут пароль ввожу вообще-то. Готово. Чем так пахнет? Ребята, представляете, деньги как-то приятно пахнут, хотя я их не душила. Понюхай. У вас было такое, ребята? Напишите в комментариях. Кстати, эти же денежки можно положить в нашу готовую сумочку. А теперь давайте приступать к самому дорогому подарку. Внимание, у меня он вышел на 28 тысяч тенге. И это только одна позиция. Ткань, а точнее сатин. Это очень красивая, прочная и лоснящаяся на свету ткань. Она просто идеально подходит для постельного белья. Да, кстати, мы будем шить постельное белье. Можно сэкономить, заменив сатин на хлопок или бязь. Лично для меня стильное, качественное постельное белье просто идеальный подарок. Да и вообще, это такой принцип, любая привычная вещь, но качественная может стать просто идеальным вариантом. Для начала определитесь, какого размера будет ваше постельное белье. Это может быть полуторка, двуспалка. В моем случае я буду шить евро 1, евростандарт, с простынью, 2 наволочками и 1 пододеяльником. Поэтому здесь я прикреплю картиночку, по которой вы можете определиться, какое постельное белье вам нужно. Скажу я вам так, постельное белье сшить оказалось сложнее всего, а снимать еще сложнее, так как кругом это синяя ткань. Но это идеальный вариант для тех,
тех, кто только начинает шить, и, к сожалению, здесь без швейной машинки ну никак. Для пододеяльника я выкроила деталь шириной 230 сантиметров и высотой 4 метра. Кстати, вы можете просто надрезать край и резко порвать ткань. Не переживайте, она не пойдет боком, она будет рваться ровно по линии нитей, а они ровные, поверьте мне. Так делают все профессиональные швеи. Шить пододеяльник проще простого. Просто прострочите все края, а в самой узкой части пододеяльника пришейте длинную молнию. Я пришила потайную молнию, но вы можете пришить пуговицы, можете вообще на липучках сделать. Поэтому мне кажется, что даже нет смысла объяснять, что и как делать, все и так понятно. И вуаля, у меня получилась вот такая дырочка, через которую нужно вывернуть весь пододеяльник и тщательно прогладить края и уголки. Смотрите, молнии вообще практически не видно. Прям как в магазине, даже лучше. Следующее, что мы должны выкроить, это наволочки. Ширина одной наволочки 63 сантиметра на 190. Это я шью на подушку шириной 50 на 70 сантиметров. Я просто хочу, чтобы она была с ушками. Мне так нравится, мне кажется, так наволочка выглядит еще дороже. Такая люксовая деталь. У нас получилась длиннющая деталь 190 на 63 сантиметра. В ее самой узкой части края нужно подогнуть в 2 раза и прошить. Смотрите, какая длинная получилась. Теперь на этой длинной полоске отмерьте 75 сантиметров. Сложите лицевой стороной друг к другу. Вот что у вас должно получиться. Видите, внизу небольшой нахлест. От этого края отступаем еще 5 сантиметров. Ставим метку. И по этой метке загибаем ткань сверху. Делаем нахлест. Закалите все булавками, чтобы ничего не ездило. Аккуратненько прострочите края и выворачиваем все это на лицевую сторону. В принципе, уже наша гигантская наволочка готова. Проутюжьте края и теперь будем расчерчивать ушки. По краю наволочки отступите 5 сантиметров и расчертите все мелком. И теперь по этой линии сделайте строчку, и вот что у нас получилось. Выглядит очень аккуратно. Главное, подберите нитки под цвет ткани, и будет вообще супер лакшери. Наша наволочка готова, и теперь из оставшейся ткани вы сможете сшить простынь. Минимальный размер простыни 240 на 220 сантиметров. Если будет больше, еще круче. Не будет вылазить, если вы будете спать звездочкой. Ну а как простынь шить, я думаю, всем понятно. Просто подогните края ткани в 2 раза и прошейте. Вот и все. Постельное готово. Осталось только все это хорошенечко отутюжить. Возможно, даже пройтись каталочкой, чтобы избавиться от лишнего ворса. И все это дело аккуратненько складываем в стопочку. Можно просто перевязать ленточкой и приложить веточку эвкалипта. Ну, либо любой другой цветок. Смотрится очень дорого. Хотя так оно и есть. Будем честны. И такой подарок просто не может не привести в восторг. И, кстати, это постельное белье я шила для себя любимой. Поэтому не удивляйтесь, чего я тут разлеглась на постельном белье. И напишите в комментариях, какое постельное белье вам больше всего нравится. Принтованное или однотонное. Друзья, надеюсь, вам понравилось видео, и напишите в комментариях, какая идея вам понравилась больше всего. И как вы считаете, правильно ли я распределила ценовые сегменты, дешевый, средний, дорогой? У нас получилась такая потрясающая коробочка, которая так приятно пахнет, и вообще, в принципе, круто, когда все приятно пахнет, и коробочка, и деньги. Честно признаться, все эти предметы я сделала для себя, и прям очень мне они нравятся. Также в комментариях я жду вашего мнения по поводу постельного белья, я не забыла, вы тоже не забывайте. А также подписывайтесь на мой инстаграм Fancy Something, я выставлю какую-нибудь пикантную фоточку с этим постельным бельем. Интрига, провокация! Ну и, конечно же, у меня есть второй канал Айслу Нуртаева, там вышло видео, посмотрите обязательно. Там и макияж, и фэшн составляющая, я показывала луки свои на свидание. Подписывайтесь на канал Fancy Something, на второй канал Айслу Нуртаева. Ну а я с вами прощаюсь, и мы увидимся с вами в следующем видео. Всех целую, всем пока! Это было сложно, у меня затекли ноги.